Редуктор есть. Сами шестеренки мусор. Наконец-то. Ну, уже выйдет. Продолжаем. Всем привет. Начать сегодня я хочу с дефектовки и проверки вот этого красавца. Это Big-Lock 125, воздушный. Цилиндр от него я покажу позже. Первым делом я хочу собрать механизм кикстартера. Я вижу, что здесь уже не хватает какого-то кауэра, который будет это все закрывать, но мы посмотрим. Далее я хочу разобрать, снять редуктор, посмотреть, что там. Счистить герметик, посмотреть коленвал. Ну, почистить просто все и собрать его. Тут какая-то странная, где впуск, оно не совпадает, как будто это половинки от разных двигателей. Это вообще не совпадает ничего. И проточки вот здесь по-разному сделаны. Надо смотреть, то есть это по идее, если все собирать, то надо будет нести его на фрезеровку, чтобы мне здесь сделали плоскость, потому что здесь ступенька. Хорошо, сейчас я его разберу и сделаю дефектовку. Разбирать я буду полностью все, чтобы полностью понять, в каком он состоянии. Также хочу примерить колесо. Засел подшипник, хотя садил я его туда от руки. Очень не хочется идти брать пресс, чтобы достать подшипник несчастный. Попробую легким молоточком посмотреть. Все. Я не понимаю, здесь как будто есть следы проворота подшипника, но при этом он сидит достаточно туго. Нутромера у меня, к сожалению, нету, чтобы его промерить. Но я его обязательно закажу перед тем, как собирать финально. Здесь таких следов нету, как будто та половинка с другого двигателя. Да, вот смотрите, 94 год, 11 месяц. Нулевой, то есть 2000 год. И тут раз, два, три, 4, 5, 6. Значит, 6-й месяц 2000 года. Это половинки с разных двигателей. И вот этот, скорее всего, был провернутый. Давайте примерим колесо. Да, оно слабо туда залазит. Пробую закрутить гайку. Нормально, все в порядке, но вот там двигатель был ударен, и оно касается, то есть это надо будет продваривать. То есть конкретно этот двигатель, который я купил здесь, не в самом хорошем состоянии. Мой двигатель в намного лучшем состоянии, но экспериментировать я буду именно с этим двигателем. То есть я буду делать пробный запил этого двигателя, смотреть, как что получится. Буду делать из воздушного жидкостный. Ну, здесь это просто. Буду пробовать переводить его на опорный подшипник. Ну и разные другие вещи. Да, там двигатель, там прям еще чуть-чуть и сломается, надо будет подваривать. В общем, делов с этим двигателем будет много. Фрезеровка, сварка. Это просто, чтобы он был в рабочем состоянии. Попробую вначале такими. Нет, попробую вот такой. Опираться надо именно вот сюда, сюда, сюда. Не в плоскость, где прилегает, а именно вот специально для этого сделаны отливы.
Это закисшие направляющие, которые надо смазать. Ну, редуктор есть. Очень грязный, вонючий, прям воняет грязным маслом. Сейчас найду коробочку, куда его положить. Так, достаю редуктор, помою его потом. Регулировочная шайба. 2. Одна из них, кстати, второпластовая. Вот они вот так были. Нет, их тут 3. Второпластовая зажата между 2 остальных. Здесь также было между подшипником шайба, но я не понимаю, зачем она там, и она больше, чем надо. Это явно уже кто-то ставил, это колхоз. Эта шайба хорошо подходит сюда, но никак не туда. Точнее, очень похоже, что она вот здесь и должна была быть, потому что вот под нее плоскость. Да. А стояла она вот здесь. То есть это уже криворукая сборка. Вот тут явно меняли подшипник. Вот этот, в нем свежее масло. Возможно, редуктор был вклеенный. Это мы узнаем. Так, сейчас я хочу выкрутить шпильки, после пойдем на пресс выпрессовывать подшипники. И выкрутить вот это, чтобы не потерялось. Это крепление в данном случае тормозного тросика, при дисковом тормозе крепление шланга. Вот такой у меня съемный шпилек. Первый раз буду конкретно этим пользоваться. Сейчас. Вот, надо за резьбу и трещотка. Пошла достаточно легко. Придерживать, чтобы трещотка трещала, иначе она просто уходит назад. Идет, но туго. То есть ее не закусывать, ничего, просто туго. Сейчас я выкручу, покажу. Резьба замялась. То есть эта штука замяла резьбу. То есть нужен нагрев, чтобы нормально. Смотрите, что с резьбой стало. Все. Ничего страшного, у меня есть несколько комплектов шпилек. Так, идемте на пресс, будем выпрессовывать подшипники. У меня есть специальный набор для выпрессовки. Чтобы не использовать головки, как это делается обычно, мы подбираем по размеру. Вот, подобрали по размеру. Отлично. Вставили, закрутили. И все, оно никуда не деется и не падает. Не хватает длины. Можно, конечно, без черных штук. Ну ладно, давайте так. Все. Отбой. Там, значит, стопорное кольцо.
Стопорное кольцо в наличии. Очень туго сидит. У нас рыб было 1 тонна. Делаем подлиннее, закручиваем и продолжаем. Теперь на очереди вал. Вторичный вал. Пойдем так, чтобы он всей плоскостью лежал. Пододвигаем. Закрутить и поехали. Заметил интересный нюанс. Сейчас покажу, когда вал выпрессуется. Крышка уже вареная, причем очень неаккуратно, вот там видно не проварено. Да, конечно, двигатель не в самом лучшем состоянии. Явно тут были с ним проблемы, которые решали кустарным способом. Направляющей одной не хватает. Сальник долой. Стопорное кольцо сюда. Посмотрим, сколько будет на срыв. Немного. Килограмм 500. Там сидела туже. Все на этом с прессом все. Так, 25. Так, сейчас я хочу заняться счищиванием старого герметика. Для этого использовать буду, вот если возьмет то латунную, если не возьмет то стальную щетку для бормашинки. Так, аккумулятор. А вот это помою. Потом сперва чищу герметик. Так, обязательно очки. У меня тут разные, возьму желтенькие. Потому что будут лететь вот этот ворс. Если он пойдет в глаза, не есть хорошо. Начну с минимальной скорости. Можно побольше, но чистит хорошо. Вот мне только что прилетела ворсина в щеку. Направляющая как будто там болтается, а не запрессована. Да, так и есть. А она должна там туго сидеть. То есть эта направляющая явно порасслаблена. О. Прошлая щетка закончилась, под конец очень сильно начали лететь ворсины. Попробую вот такого формата, как будет работать. Не, это сдохло в 2 раза быстрее и чистит хуже. Она, возможно, для мелких оборотов, для чего-то другого, но явно не для того, что я делаю сейчас. Поэтому беру такую же и заканчиваю здесь. Подходим к этой половинке. Я взял стальную щетку, она чистит получше. Почему мне не крашено даже внутри? Вот это мне как-то смущает. Стальная явно лучше работает.
закончилось. Почему-то вот это закончилось быстро. Может, я нагрузку большую давал? Непонятно. Но уже щеток осталось немного. На двигатель этот хватит, но запаса не будет. Помыл детали. Теперь они чистые. Конечно, состояние у них, когда они чистые, еще хуже. Явно была ржавчина, зубы поедены. Вот здесь поедено. Плохое состояние. Это все мусор. Все, тут все в коррозии. То есть зубья вообще полностью все в коррозии. Причем явно это из-за того, что лежала и попадала влага. Если бы на этом ездили, зубья были бы отполированные. В общем, это мусор, это под вопросом. А это будем восстанавливать прессованием направляющих, когда высохнет та деталь. И установлю подшипники, не подшипники, а имитаторы подшипников, чтобы ставить коленвал, посмотреть, как вообще это будет выглядеть, как оно будет, какие будут плоскости и нужно ли будет фрезеровать. Но 90% что нужно будет фрезеровать половинки между собой. Так, отмытые запчасти уже высохли. Посмотрим на них. Ну, собственно, вот крышка редуктора. Итак, шестеренки. Как мы можем видеть, ржавчина полностью везде. То есть вот эта внутренняя часть мертвая полностью. Вот здесь даже видно. Вот такой, как пила выглядит. Эти плоскости, которые в подшипниках, тоже мертвые. То есть это полностью мусор. Регулировочные шайбы можно оставить. Все, сами шестеренки мусор. А потом это тоже мусор. То есть она полностью мертвая, заржавевшая. И здесь, где подшипники, где сальники, то есть это сразу же убьет. Здесь сидит сцепление и ведомый шкив. Ось колеса. Ось колеса как бы можно восстановить. Хотя вот здесь, где посадка подшипника, тоже нет. Сама звезда, ну, тоже мертвая, сильно ржавая. Попадала влага туда. То есть это все прям мусор. Сейчас займемся выниманием подшипников отсюда и отсюда. Так, для извлечения подшипников нам потребуется обратный молоток. Сначала попробую без нагрева. Так, направляющая досталась. Сначала попробую без нагрева. После, если не пойдет, то нагрею. Ключ на 17. Тоже на 17. На 19. Я помню в моем другом бигблоке, который в хорошем состоянии, даже я бы сказал в идеальном, подшипники вынимались крайне неохотно. Да, ладно, будем греть. Поехали на другой стол. Сразу возьму перчатки сварочные, чтобы не обжечься. Попробуем. Нет, не хочет, вылетело. Какая температура была? 80, 90, 80 градусов. Нагреем где-то примерно до 120, до 130.
надо еще греть. Вылетело. Подшипник не похоже, что начал идти. 100 градусов уже остыло. Греем до 150 минимум. Еще раз. Нет. Опять вылетело. Опять подшипник не хочет идти. У меня уже убитая головка. Вот этот цанга убитая. Поэтому вылетает. Надо новую заказать, но я забываю про это. Слишком редко использую этот инструмент. Но тут, к сожалению, прессом не подлезешь в закрытую плоскость. Я заказывал съемник другого типа для таких закрытых подшипников, но он мне не успел доехать, потому что из-за войны закрыли сообщения. Китайцы не хотят отправлять посылки. 180 градусов, 190 даже. Да, стронулся, идет, руки горят. Идет, идет, идет. Ой, горячо. Наконец-то. Это только один. Сейчас будет второй. Можно греть примерно около до 200 градусов, тогда только он начинает идти. Сверхтугая посадка у них. От температуры заклинило цангу. Так, теперь надо достать, воспользуюсь тисками. Это оказалось проще, чем я думал. Сразу ставлю сюда. Там осталось что-то не отмытое, вон оно горит. 200 градусов. О, горячо. Все, есть второй. Вот он аж дымится. Забыл раскрутить. Есть. Так, теперь сам картер. Горяченько. И не хочет вставляться, хотя вроде бы там такой же подшипник должен быть. Либо уже расперл эту цангу. Не понимаю. Все, вставилось. О, слышно, как хрустит этот подшипник. Все это дело разворачиваем. Смотрим, где надо греть. Видно вот один подшипник его тела и вот второй большой. Ой, картер тут, конечно, покрашенный, поэтому сейчас будет гореть краска. Нужно сразу прогреть все остальное, чтобы быстрее шел процесс. Краска уже начинает пузыриться.
Ничего, скоро у меня будет аквабласт, и я полностью почищу все детали в аквабласте. Закипает вода в отверстии. Не высохшая вода. Много тут тела, поэтому долго будет прогреваться. Тепло, алюминий очень хорошо распространяет тепло, и оно уходит сюда. Вот здесь уже держать можно, но уже тепленькое. Здесь тепленькое, здесь уже горячее, прям вот держать уже невозможно. Вот давайте попробуем. Я, конечно, не уверен, но может быть здесь он сидит менее туго. Да, идет. Отлично. Так, надо быстро достать его, пока не остыла деталь, чтобы успеть достать еще второй подшипник без дополнительного нагрева. Так, и здесь уже нужна цанга поменьше. Это 12 миллиметров. Попробую без дополнительного нагрева, как пойдет. Да, легко пошел. Туго. Думаю, останавливаться на качестве этих подшипников мы не будем. Нет смысла, они сразу же отправляются в металлолом. И сюда будут устанавливаться новые подшипники. Крышку редуктора эту пока не знаю, буду использовать или нет. Возможно, сразу поставлю тюнинг, возможно, поставлю крышку от второго своего двигателя. Посмотрим чуть позже. Так, сейчас я очищу вот то, что там осталось. Немного грязи под подшипниками здесь, здесь. В этой части надо достать цилимблок, потому что он уже мертвый. Как можете видеть, уже трещина, он оторван от резинки, но у него есть такая особенность, что этот цилимблок со стенкой с этой стороны, и его не выпрессовать. Его приходится вырезать оттуда. Сейчас вы это увидите, и надо достать направляющую, чтобы эти детали подготовить к сварке. То есть подварить надо вот здесь и подварить на вот этой детали. Я уже показывал в видео. Вот в этом месте надо подварить вот тут трещину. Вот это надо заварить все дело и после ждать, пока мне приедет аквабласт. Чиститель тормозов, немного туда, немного сюда, и ветошью убираем. Так, мне нужно выдавить теперь центральную часть цилимблока, чтобы можно было начать его резать. На то, что он выдавится целиком, я, конечно, не рассчитываю, но все равно возьму большую головку, поставлю ее так. И снизу вот такой длинной головкой, и сверху длинной головкой ее выдавлю. Да, как обычно, центральная часть выдавилась, резина осталась.
Для продолжения извлечения нам понадобятся фрезы, бормашинка, ключ для смены фрез. Вот центральная часть. Вот так вырвала, видно, что она уже не свежая. И сайлентблок, вот так это выглядит. Соответственно, надо пропилить одну сторону. И зубилом его вот так отбить, но он так плотно там сидит, это будет непросто. Очень не люблю я этот процесс. Вот, ну, на всех Piaggio любят так делать. Конечно, геморрой, непонятно зачем. Ну ладно, сейчас займемся этим. Так, фреза. Возьму вот такую фрезу. Не забываем про очки, это обязательно. Неудобно так. Сейчас я сделаю, чтобы было удобно, чтобы можно было держать нормально бормашинку, чтобы ее не дробило. И поставлю камеру, чтобы вам было видно. Все, поставил. Вот у меня стол с регулировкой высоты. Вот, крутится ручка, и он поднимается. Опустил его, чтобы можно было сидеть. Вот так поставил, облокотив на второй стол. Сейчас начнем. Он стоит достаточно жестко. Если будет не жестко, то привяжу ее. Вот так идет процесс. У меня уже убитая опора переднего подшипника в бормашинке, поэтому ее дробит постоянно. То есть надо менять корпус или менять бормашинку. У меня есть вот такая побольше, под цанги, если правильно помню, 6,8 мм. Но для нее нет у меня фрез. Я их заказывал, но из-за войны они также не приехали, просто отменили посылки. Ну, в общем, скоро уже там будет видно алюминий, но нужно углубиться. Можно пробовать. Тут главное очень тщательно контролировать момент и не пропилить алюминий. Или если вы коснетесь алюминия, то не глубоко, потому что этим самым ослабится посадка подшипников или сайлентблоков в будущем. Давайте пробовать долбить. Да, не знаю, с какой стороны тут подлезть. Нам нужно завернуть обойму подшипника, то есть вот эту часть отпиленную обойму сайлентблока, вот сюда вовнутрь. Как можно больше ее туда завернуть, чтобы потом можно было либо давануть прессом, либо провернуть, либо выбивать с обратной стороны. И это надо делать аккуратно, чтобы не повреждать само ухо на двигателе. И давайте попробуем с другой стороны. Я просто срубил кусочек. Конечно, это крайне тяжелый случай в данный раз. Обычно оно заподлицо, и там можно легко подлезть. А здесь он утоплен вовнутрь, и, конечно, сложновато сейчас. Вот, чуть-чуть отошло. Да, отходит, видно, отходит. Ну, конечно, способ у меня варварский. Все пошло. Это хорошо. Пошло нормально. Продолжаем. Теперь надо его вот туда. Вот видно, сайлентблок начал заворачиваться. Видно, что я слишком глубоко пропилил алюминий. Нам надо как можно дальше, как можно глубже его завернуть. Но я думаю, можно уже попробовать. Лучше попробовать еще вторую часть, вторую сторону отсоединить. Попробовать таким же методом. Вот, видно, что отходит. Сейчас надо ему чуть-чуть помочь отойти.
и будем заворачивать. Так, я за кадром чуть-чуть прибрал лишнюю стружку, которая лежала на столе. Сейчас нужно завернуть. Оно нам не дает этого сделать. Попробуем отсюда. Я не рассчитываю, что оно сейчас пойдет. Нет, этого слишком мало. Я помню, как это было в прошлые разы. Надо большую площадь отгибать. Так, пошел процесс с этой стороны. Так, вот теперь можно пробовать его выбивать. Ставим на край стола. И вот в то, что мы уже отбили, с обратной стороны. А давайте попробуем сделать это на прессе. Добрал головку, 18 миллиметров, садится сюда, заходит прям туго, идеально тугая посадка, чтобы максимальную площадь контакта нам обеспечить. И переходим на пресс. Давайте посмотрим, что происходит. Пошла. Саленблок пошел, стронулся. Значит, сейчас вставляем так, чтобы саленблок выходил в головку. И продолжаем. Что-то тут все расперло, пошлите доставать. Нет, ошибка. Саленблок не пошел. Точнее, он пошел, но его обратно, то, что мы заворачивали, его обратно развернуло и вышла просто головка. Нет, сейчас идемте обратно на пресс. Нужно повторить манипуляцию, а также подбить дальше. И точнее подбить еще раз. Главное, что саленблок уже стронулся с места. И он должен выйти намного легче. Попробуем. Хочет так пойти, не захотел. Хорошо, давайте повторим эксперимент. Непонятно. Это точно должно выйти, если правильно расположить. Да, идет, все. Ну, уже выйдет. Продолжаем. Собственно, вот сам саленблок. Сейчас его надо снять с головки. Вот видно пропил, который я делал. Вот он почти до конца. И оценим масштаб. Вот такой глубокий пропил я сделал. Я даже пока что затрудняюсь сказать, что с этим делать. По-хорошему это надо заварить, иначе ухо может лопнуть. Но с этим позже. Сначала надо достать направляющую, но я думаю, это несложно. Чуть-чуть нагреть и все.